На протяжении сотен миллионов лет эволюция создавала существ, рядом с которыми даже тираннозавр выглядел бы безобидным ящерком. Чудовищные хищники, вооруженные до зубов, правили океанами, землей и воздухом, превращая планету в арену бесконечной кровавой битвы. Их совершенные убийственные механизмы были отточены временем, а инстинкты не знали пощады. И глядя на этих древних монстров сегодня, мы можем лишь вздохнуть с облегчением и сказать им спасибо за одно – за то, что они вовремя вымерли. Потому что в мире, где правят такие твари, у человека не было бы ни единого шанса. Этот ракоскорпион и семейство птерогатит одним своим видом заставил бы тебя при личной встрече произвести на свет немалую кучу кирпичей, а его жуткая внешность, чем-то напоминающая облик древнего лича нежити вкупе с огромными размерами до 2,5 метров в длину, обеспечили бы тебе пожизненный абонемент к психиатру. Ракоскорпионы или эвриптериды появились в древних морях еще в середине Ордовика и просуществовали до самого конца Палеозоя. Вплоть до Девонского периода гигантские виды эвриптеридов являлись высшими хищниками, практически не знавшими конкурентов. Их добычей становились основные обитатели палеозойских морей, трилобиты, головоногие и рыбы, а также и свои более мелкие сородичи. Некоторые виды ракоскорпионов, такие как огромный Еколоптерус, приспособились к жизни в пресных водоемах. Еколоптерус обладал феноменальным стереоскопическим зрением, а его высокая скорость и маневренность позволяли моментально сблизиться с незадачливым пловцом и разделаться жертвой при помощи мощных хелицер. Еколоптерус – двухметровый древний ракоскорпион. Смертоносные клешни, устрашающие хелицеры и полный размах охотничьего инстинкта в палеозое делали его настоящим королем охоты. Сегодняшние хищники выглядят куда скромнее, особенно когда лежат на мягкой подстилке у батареи. Таким и еду добывать не нужно, им повезло куда больше, чем Еколоптерусу. Для современных хищников, домашних любимых пушистых, созданы корма-территория. Сухие с открытым понятным составом, без экзотики вроде филе кенгуру и травы барага. Мясо, злаки, северные ягоды – все как дома. Влажные корма такие же натуральные, приготовленные в собственном соку, сочные и ароматные. Угощения тоже есть. Натуральное сублимированное мясо пахнет как свежее. Крем-лакомства такие нежные, что хочется попробовать самому. На этом можно было бы остановиться, но территория радует не только кормами. Еще бренд выпускает экологические древесные наполнители, которые не пылят, и натуральную веганскую зоокосметику. Кстати, упаковку большинства продуктов территория можно сдать на переработку. Не все бренды этим могут похвастаться. Еколоптерусу, конечно, такое и не снилось. Но согласитесь, наши домашние хищники заслуживают лучшего. И команда животного мира рекомендует территорию. А вот эта милая ящерка, любительница понежиться на солнышке, запросто перекусила бы тебя пополам, окажись ты рядом с ней. И дело не в том, что ты загородил ей солнце и помешал наслаждаться жизнью, а в том, что она крупнейший хищник своего времени, то есть пермского периода. Длина диметродона доходила до 4,5 метров. Несмотря на то, что этот хищник мог расправиться с крупным котилозавром, все же основной рацион его составляла рыба. Внешним видом диметродон сильно напоминал игуану-переростка, однако по физиологии был ближе к млекопитающим, нежели к рептилиям, и относился к зверообразным синапсидам. Огромный гребень на спине, напоминающий пару, служил этому созданию приспособлением для терморегуляции. И не думай, что диметродон ленивая медленная ящерица, способная лишь валяться на солнце и набивать брюхо. Этот хищник мог развивать скорость до 20 км в час, а вот какую скорость способен бы был развить ты при встрече с ним, это уже другой вопрос. Если бы среди рыб проводился конкурс на самый нелепый внешний вид, то геликоприон явно метил бы в золотые призеры. Но подобная нелепость не должна вводить тебя в заблуждение, перед тобой страшный хищник эпохи позднего палеозоя. Длина геликоприона могла достигать 10-12 метров. И с такими размерами в древних морях этому убийце не было равных, вплоть до появления гигантских ихтиозавров. Зубная спираль геликоприона, состоящая из почти 200 острых зубов лезвий, позволяла ему с легкостью дробить раковины крупных аммонитов и превращать в труху прочные экзоскелеты панцирных рыб. Благодаря движениям нижней челюсти монстр мог использовать свою спираль как циркулярную пилу, разрезающую плоть своих жертв. Что произошло бы с человеком, угодя он в пасть такой рыбине, пояснять не требуется. Удивительный эксперимент матушки природы из среднего Триаса, обладатель весьма длинного достоинства, которому позавидовали бы даже поздние мезозойские зауроподы. И не подумай ничего дурного, речь в данном случае идет о шее.
Длина тела Танистрофея составляла 5 метров, из которых 3,5 приходилось на шею. Такая физиологическая особенность помогала хищнику в рыбной ловле, причем ряд исследователей утверждает, что длинную шею Танистрофей использовал как удочку, сидя на берегу и высматривая проплывающую под водой добычу. Помимо рыбы в его рацион входили также головоногие моллюски и крупные членистоногие. Подкрадываясь к наземной добыче, Танистрофей совершал мощный рывок вперед задних конечностей, одновременно выбрасывая зубастую голову на длинной шее в направлении жертвы. О таком способе охоты на суше свидетельствует необычайно развитая мускулатура задней части туловища. Она же, возможно, служила и в качестве противовеса длиннющей шеи. Судя по всему, Танистрофей был эдаким универсальным солдатом. Он прекрасно мог охотиться как в водной среде, так и на земле. Поэтому, встретив такого ящера, тебе пришлось бы на время стать испуганной кошкой, забраться на какое-нибудь высокое дерево, включить режим скрытности и переждать смертельную опасность. А как насчет огромного страусоподобного хищного ящера весом в пару тонн? Гиганотораптор – крупнейший динозавр из клады авираптозавров, живший в эпоху Верхнего Мела на территории современной Монголии и Китая. Он был настолько большим, что первые находки его останков приняли за кости зауроподов, исполинских растительноядных ящеров. Внешне гиганораптор напоминал помесь рептилии и страуса, правда, высотой с двухэтажный дом. Скорее всего, этот монстр был покрыт перьями. Особенно развит перьевой покров был в области передних конечностей. Как и все прочие авирапторозавры, гиганорапторы всеядные существа. Их челюсти представляют собой прочный ороговевший клюв, приспособленный для измельчения жесткой растительности, дробления скорлупы яиц других динозавров, а также перемалывания костей и соединительных тканей относительно небольших животных. И по сравнению с 8-метровым гиганораптором ты как раз все-таки и был бы этим самым относительно небольшим животным. Это мезозойское чудище вполне могло бы послужить прообразом библейского Левиафана. Его длина составляла 17 метров, а длина челюсти превышала 2 метра. Мозазавр Гофмана – один из крупнейших макрохищников в истории Земли, и вне всяких сомнений этот гигант находился на самой вершине пищевой пирамиды. Давление челюсти, развиваемое этой разновидностью мозазавров, одно из высочайших среди всех живых организмов и равняется почти 250 килоньютонов. По этому параметру он уступает только легендарному Дейнозуху и оставляет далеко позади мегалодона и тираннозавра. Жертвами мозазавра Гофмана становились плезиозавры, крупные акулы, гигантские черепахи, а также другие мозазавры. О том, что мезозойский Левиафан предпочитал крупную добычу, свидетельствуют найденные на нижних челюстях многих экземпляров следы залеченных прижизненных переломов. Их челюсти были словно разбиты огромным механическим стрессом, вызванным удержанием громадных морских животных, сравнимых размерами с самим мозазавром. Так что примерить на себя роль капитана Ахава и помериться силами мозазавром Гофмана у тебя, мой друг, вряд ли бы получилось. Если ты полагаешь, что тираннозавр со своими коротенькими ручонками смотрится несколько комично, то по сравнению с этим хищным динозавром Тирекс покажется тебе длинноруким орангутаном. Этот позднемеловой ящер достигал 9 метров в длину и габаритами был сравним с юрским аллозавром. Благодаря своим размерам Карнотавр вполне успешно мог охотиться на крупных динозавров, включая огромных зауроподов. Сила его укуса была значительно ниже силы укуса тираннозавра, а зубы Карнотавра были относительно слабыми. Однако все эти недостатки с лихвой компенсировались скоростью схлопывания челюстей. По этим параметрам Карнотавр напоминал быстрых и юрких дромеозаврид. Челюсти Карнотавра по своей анатомии схожи с челюстями варанов. Они были предназначены не для удержания крупной добычи, а для нанесения резаных ран и ослабления жертвы. Таким образом, предполагается, что хищник охотился из засады. Совмещение таких размеров и скорости на деле, вероятно, представляло собой впечатляющее зрелище. Но окажись ты рядом с Карнотавром, оценить по достоинству это зрелище ты бы не успел. Появись такая тварь в небе над твоей головой, и она закрыла бы крыльями солнце. Хацегоптерикс – птерозавр из позднего мела, один из крупнейших летающих ящеров в истории. Размах крыльев этого монстра превышал 10 метров, а когда он садился на землю, то ростом был современного жирафа. Своими размерами, а также скоростными характеристиками, Хацегоптерикс напоминал самый настоящий самолет. Ящер мог развивать скорость свыше 100 км в час и держать ее на протяжении нескольких часов. Также это чудовище могло спокойно ходить и по земле, наводя страх на динозавров небольших и средних размеров. Хацегоптерикс – один из самых массивных птерозавров.
Его мощное сложение, короткая шея, а также большая мышечная масса указывает на то, что в отличие от большинства своих сородичей, предпочитающих рыбное меню, этот гигант в основном охотился на крупных и сильных животных. Окажись рядом ты, определенная доля внимания была бы уделена и тебе. В его 2-метровом клюве ты бы смотрелся бы как червь в клюве обычной вороны. Говорят, что огромные крокодилы обладают одной интересной особенностью. Сила их челюстей совершенно запредельна нажатия, но вот разжать их без труда сможет 5-летний ребенок. Интересно, а смог бы ты подойти к этому монстру и проверить на деле? Ведь это самый настоящий крокодил, а точнее кайман. Только вот размерами он не уступает дейнозуху. Крупнейшие пурозавры вырастали более 15 метров в длину и весили 14 тонн. Единственное, в чем пурозавр проигрывает дейнозуху, это в силе укуса. Все-таки челюсти у кайманов не такие массивные, как у полноценных крокодилов. И тем не менее, после дейнозуха пурозавр делит с мозазаврами почетное 2-е место по этому параметру. Пищей этому колоссу служили крупнейшие представители астроптериев, некоторые из которых достигали размеров современного носорога. Как и настоящие крокодилы, пурозавр обладал перком смертельное вращение, позволяющим буквально выкручивать из тела жертвы огромные куски мяса. Хотя, подвернись ему ты, этот перк бы ему и не понадобился. Человек аккурат уместился бы в 2-метровой пасти пурозавра и так. Знакомьтесь, гигантский короткомордный южноамериканский медведь, можно просто арктотерий, прародитель современного очкового медведя. Балалайка, к сожалению, не прилагается. Арктотерий – крупнейшее наземное хищное млекопитающее за всю историю Земли. Он превосходил размерами современных белых медведей и кодьяков практически в 2 раза, достигая массы почти в 2 тонны. В отличие от большинства современных медведей, чей рацион на 80% состоит из растительной пищи, арктотерий имел явно приспособленные к хищническому образу жизни челюсти. Его клыки были невероятно массивны и разведены в стороны, как у тигра, что в сочетании с мощной челюстной мускулатурой позволяло арктотерию убивать крупную жертву одним укусом. Из-за своих огромных размеров этот медведь не был способен преследовать быструю добычу вроде копытных, а потому, вероятно, был клептопаразитом, то есть, попросту говоря, гопником, отбирающим добычу у других хищников с мелодонов и ужасных волков. Столкнуться с таким монстром тебе вряд ли захотелось бы. А вот твои предки на американском континенте в эпоху каменного века, по всей видимости, прочувствовали на собственной шкуре всю мощь и силу этого зверя. Как известно, с гориллами шутки плохи. Самец гориллы сильнее среднестатистического мужчины в 7 раз. А если такую гориллу увеличить раза в 3, то получится настоящий Кинг-Конг. И такие Кинг-Конги жили на планете, исчезнув с лица Земли лишь 100 тысяч лет назад. Это гигантопитеки, громадные приматы, рост которых достигал 3 метров, а возможно и 4. Весила такая обезьяна, как хорошая лошадь. Своим могучим телосложением гигантопитек напоминает гориллу, однако родственно он более близок к орангутану. Несмотря на то, что гигантопитеки питались преимущественно растительной пищей, хищнические повадки им также были не чужды. Об этом говорят множественные останки крупных травоядных, обнаруженные в пещерах, заселенных гигантопитеками. Феноменальная сила этих монстров, вероятно, позволяла им в одиночку давать отпор опаснейшим хищникам той эпохи, включая саблезубых кошек. Учитывая это, а также определенную степень агрессивности, свойственную крупным самцам приматов, гигантопитек мог представлять смертельную опасность, окажись ты случайно в его владениях. Ну и напоследок вишенка на торте. Это создание не обладает какими-то выдающимися размерами или кровожадным нравом. Однако повстречай его вживую, и твоя психика окажется разрушенной на всю оставшуюся жизнь. Это Тули-монстр. Небольшой придонный хищник из каменноугольных отложений, питающийся мелкими беспозвоночными и мальками рыб. Его анатомия и внешний облик настолько причудливы и пугающие, что ученые до сих пор не могут отнести его ни к какому из известных биологических таксонов. Одни утверждают его о родстве с миногами, другие с аномалокоридидами, а кто-то вообще поговаривает о наземном происхождении этого чудо-зверя. И пока на этот счет нет окончательного и единогласного решения, можешь смело считать Тули-монстра гостем с далеких звезд, случайно оказавшимся на нашей планете. А если у тебя есть какие-то иные мысли на этот счет, пиши в комментариях под этим видео. И да, отныне всякий раз, выходя на улицу, от всей души наслаждайся солнечной погодой и полной грудью вдыхай свежий весенний воздух. Ведь жизнь так прекрасна, когда рядом нет кровожадных хищных тварей, жаждущих разорвать тебя на куски.